Друзья, вот наушнички. Это ТВС наушники Ugreen. Вот они. Ugreen HiTune H6 Pro. И если я вам скажу, что эти наушники стоят совсем недорого, в районе $38. Ну, это белая версия, вообще черные я предпочитаю, но это я брал на подарок, и они есть черные, я вам сейчас все покажу. Но если я вам скажу, что здесь есть Hi-Res аудио через Bluetooth LDAC, так называемый, LDAC некоторые называют. У него есть активный шумодав, адаптивный активный шумодав, то есть ANC, а есть еще и ENC, это Environment Noise Cancelling, это который еще и давит шум вокруг вас при разговоре. Есть у нас игровой режим с задержкой всего лишь 0,08 секунды. То есть, и вы, наверное, скажете, что не могут они столько стоить. При том, что это у нас не внутриканалы, это полуоткрытые наушники. Смотрите, давайте сразу смотреть на дизайнчик. Смотрите, во-первых, у нас вот такой вот кейс, который открывается наполовиночку. Это полуоткрытые наушники с тотальным количеством микрофонов 6 штучек. То есть у нас, смотрите, раз, два, вот, пожалуйста, еще сверху. У нас 6 микрофонов в общей сумме. С сенсорными кнопочками, конечно же, и вот с таким вот кейсом, которого в случае чего, там, допустим, с кейсом зарядки хватает на 30 часов. А ну иди сюда, давай эргономику посмотрим, давай. Будем смотреть, вставляем сразу. Видно хорошо, да? То есть мы вставили, они вообще вам... Ой, они у меня, кстати... Музыка играет. Тихо, 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 тихо. Остановились, остановились. Это было очень громко. Я чуть прогнал. То есть вот такие вот наушники достаточно интересные. Держатся отлично, но это не для спорта наушники. Я вам говорю сразу. Это наушники для чила, для какой-то ходьбы, для путешествий, для поездок. Потому что для спорта нужны внутриканалы, и при этом нужны еще, скорее всего, с прокидом, допустим, провода, да, какие-то проводные Bluetooth, для того, чтобы они не падали. Эти очень крепко сидят, и там я прыгал в них, что я там только не делал, бегать я не бегал, извините меня, не очень я там сильно большой бегун, но достаточно быстро ездил. Сидят отлично. По поводу комплектности, коробочка. Есть у нас кейс, коробочка кейс, есть у нас фирменный кабель зарядки на Type-C-шечке. Давайте откроем сразу же. Смотрите, на Type-C-шке. И эти наушники уникальны тем, что, ну, они не уникальны, они имеют такой плюс, как быструю зарядку. То есть и зарядившись там за 10 минут, можно получить огромное количество музыки. Они даже на этом акцентируют внимание, на том, что здесь быстрая зарядка. Главное, что это бренд. Есть даже приложение, однако послушать их и к приложению мы вернемся после того, как пойдем посмотрим, сколько они стоят, где можно купить, а перед этим, пожалуйста, подписывайтесь и нажимайте колокольчик. И вот такой вот у нас HiTune H6 Pro от Ugreen с Hi-Res аудио мы с вами будем обозревать на канале Технозон. Поехали! Так, Ugreen Choice H6, ну, знаете, как прикольно, H6 Pro, и тут пошло уже Adaptive Active Noise Cancelling Earbuds LDAC, блин, они вот это любят, эти названия, конечно, тут расписывать, но это жесть. Ребят, всего лишь $37,63, то есть $38 за эти наушники, полуоткрытые, честно говоря, достаточно адекватная цена, и поехали. Адаптивный у нас, давайте сделаем чуть меньше, адаптивный шумодав. Вот, смотрите, как они, видите, адаптивный. Плюс у нас ENC, это знаете, что такое? Environment Noise Cancelling, это значит ANC, это у нас активный, а ENC это Environment. То есть во время звонка он будет подавлять еще окружающий шум для того, чтобы вас хорошо слышали. То есть много микрофонов, это отлично, то есть супер. У нас есть два типа шумодава. Ну, про LDAC мы уже поняли, до 40 кГц, и есть шпатель аудио 360 градусов. Ну, как они пишут, хотя для меня этот шпатель аудио, конечно, еще то дело. Так, у нас получается, расписывают очень классно, IPX5, хорошо, Dual Connection, это значит, что два наушника может работать, то есть он может работать по одному наушнику с задержкой всего лишь 0,08 секунды. То есть у нас есть игровой режим, который включает 0,08 секунды, но, правда, отключает чуть-чуть там некоторые моменты. Есть у нас 30 часов зарядку держит, 5,3 Bluetooth, адаптивный. Ну, про адаптивный мы уже говорили.
ультрарежим. Для экстремально шумных мест есть еще главный режим и еще есть для тихих мест. Так, Hi-Res Audio, классно. LDAC, классно. До 990 килобит. Это значит, что он будет передавать с очень хорошим качеством музыку. И плюс у нас, да, 6 микрофонов для активного шумодава. 13-миллиметровая диафрагма. Слушайте, нифига себе. 13 миллиметров они засунули в эти наушники. 6 часов на одиночном заряде с кейсом 30 часов. Так. Приложение мы с вами обязательно посмотрим. И у нас 5.3 Bluetooth. Про задержку мы уже с вами поняли. И Dual Connection. Слушайте, ну то, что он по одному, они имеют в виду Dual Connection, это то, что они могут подключаться к двум устройствам одновременно. То есть, класс. Multiport Connect. Так, эквалайзеры у нас есть и полуоткрытые. Так, по спецификациям. Работают на 2.4-2483 МГц. Это вам ни о чем не говорит. Модель WS203. Bluetooth профили HFP, AVRCP, A2DP, BLE, SPP. И, кстати, вот видите по кодекам у нас есть AAC, SBC и LDAC. Ну, такое, знаете, если телефон не поддерживает LDAC, то поддержки aptX не заявлено, но LDAC есть. От 20 до 40 кГц через USB-шку Type-C заряжаются, 400 мАh батареечка. Да ну, ребят, все, давайте, все классно. Переходим, тестируем дальше. Ну что, посмотрели? Я включаю запись экранчика, для того, чтобы вы могли видеть и приложение в том числе. Смотрите, я вам говорю сразу, установка приложения Quest. Quest, гребаный Quest, потому что вы фактически берете вот эту вот инструкцию, разворачиваете. Тут на много языках у нас есть, скажем так, инструкция, но нам нужен вот этот вот QR-кодик. Покажи, пожалуйста. Мы его сосканировали, качается он пока, он есть только пока в Apple Store, в Android Market его нет. Я думаю, что добавят достаточно быстро. Но у нас есть само по себе приложение. Заходим. Вот, пожалуйста, у нас подсоединены наушники, все хорошо, они у нас имеют 100% заряда. Идем сразу в Bluetooth меню, я хочу вам показать, как они у нас отображаются. Мы видим, что у нас есть LDAC, пожалуйста, 100% активно. И, ну, само собой, здесь нет aptX, есть, если отключим LDAC, он будет работать в AAC, есть поддержка SBC. То есть больше ничего интересного нет, но LDAC действительно поддерживается, хорошо. Есть у нас режимы шумодава. Вот сейчас выключено, и я вот слышу, ну, достаточно много всего. Собаку слышу, да, вот у нас на районе. Я сейчас включаю он, и меня, знаете, во что вот вообще меня погружает. Хотя для полуоткрытых наушников, не внутриканальных, можно сказать, что шумодав это такое себе, но он работает. Есть ambient sound, это когда, вот в принципе, я слышу себя. Это они назвали pass-through режим, когда ты можешь и слушать музыку, и, допустим, разговаривать, и ты будешь слышать свой голос изнутри, снаружи. Но мы пока отключим шумодав. Так, эквалайзеры. Есть у нас, видите, классические электроника, классика, бас, трибл, рок, популярный и джаз. Звучат, кстати, я клацал. Теперь шпатель аудио. У нас есть шпатель аудио с эффектом 360 градусов, но это надо, во-первых, чтобы, во-первых, у вас была поддержка от музыкального сервиса. Dual Link. Вы можете подключить сюда два устройства одномоментно, например, компьютер и наушники. Для того, чтобы поиск вашего наушника, то вы нажимаете воспроизвести, и он будет, слушайте. То есть это достаточно громко, то есть он очень писклявый, этот звук, и его прям слышно. То есть вы можете производить поиск наушника. Теперь у нас есть Hi-Res Audio Decoding, ну, у нас видно, что он нашел, что есть LDAC, и у нас есть вот Fit-тест, это знаете, что это функции, которые позволяют, например, пауза, когда вы его достаете, автопауза, когда вы там снимаете. Это стандартные опции, в принципе, для многих наушников. А вот здесь вот прикольно, можно назначить на каждую, допустим, действие, например, single-клик сейчас, это будет play-пауз, то есть вы нажимаете, оно пауза и play. Double-клик это предыдущий, triple-клик это voice-ассистент будет включаться. И нажать и держать левый наушник, кстати, ну здесь есть левый и правый, то есть по левому имеется в виду, то это у нас будет ANC on, ANC off. И
Noise Cancelling On. И он будет переключать эти режимы. Дополнительно мы можем с вами Broadcast Voice выбрать китайский, английский, либо рингтон. И можем что-то обновлять. Давайте посмотрим апдейтов. Нет, апдейтов нет. И можно Factory Reset сделать. Неплохое приложение, но устанавливается через костыли, через китайский язык. С переводчиком мы тут мучились, морочились. Честно вам скажу, было весело. Советую сразу брать черную версию. Давайте теперь послушаем. Начнем мы их слушать. Вообще, знаете, вот для меня, что самое интересное, у нас еще будет тест на звоночек. Мы будем звонить и слушать, но для начала мы музыку. Сейчас для меня открытые наушники это такое себе дело. Я люблю больше внутри канала, не сильно люблю, когда ты там слышишь себя, слышишь окружающий мир, потому что даже шумодав, он не сильно так помогает, потому что не каждому, во-первых, подходит полуоткрытый. Ну давайте, электроника, поехали. Я вам скажу, звук приятно глубокий, прям объемный, это без шпатель аудио. Тут-там. Короче, ребят, а вот, наверное, знаете, там, вот как другие обзорщики я смотрел, они там бас невероятный, все. На полуоткрытых наушниках вы никогда не получите гулкий, объемный, такой глубокий бас, там типа такой и вниз, знаете, как зарывается. Нет, такого не получите. Хотя басы чувствуются, я не назову их идеальными, но в целом качество звука для проигрывания, допустим, той же электроники вполне неплохо. Они достаточно громкие, я не скажу, что прям так разрывные, но играют на максимальной, я сейчас ору, наверное, да? Я ничего не слышу вокруг просто. Звучат очень хорошо. Даже какой-то налет басистости, да, прикольно звучат. Очень хороший звук. За их бабки, за их деньги, это просто вообще топ. Для электроники подходят, я сразу говорю, то есть четкое разделение электронных инструментов. Вообще на плохих наушниках, на дешевых ТВС-ках, самая проблема электроники то, что она превращается в кашу. То есть обычно там бас с ударной группой, они там превращаются просто в какую-то кашу. Я знаю, о чем я говорю, я сам по себе ударник, играю на ударных инструментах и на гитаре, кстати. Заканчивал когда-то музыкальную школу. Но вот для электроники звучать неплохо. Баса мало. Баса прям вот мало-мало, но я не скажу, что критически, потому что с учетом конструкции самих наушников. Давайте по классике. Классика — это моя любимая тема. Так, потому что я когда-то, сейчас мы найдем... мы сейчас в поиске с вами найдем 4 сезона. Мы будем искать конкретно Вивальди. Four Seasons. Я это произведение знаю. Мы сколько тестировали раньше наушников, да, Лисичка? Мы постоянно... Слушай, для классики неплохо. Знаете почему? Потому что здесь нет таких басовых партий и имеется в виду ударных партий каких-то. Я мог бы дать вам послушать это все в микрофон, но это же не будет слышно. Они снимаются, они выключаются. Вы не услышите через микрофон ничего не передаст. Поэтому вот тупо на объективное рассуждение мы должны с вами ориентироваться мягко, не режет, дребезжания нет, 13-миллиметровые динамики. Виолины вообще шикарно отрабатывают. 13-миллиметровая диафрагма, извините меня, 13-миллиметровая диафрагма, до 40 тысяч килогерц, хотя говорят, что выше 20 тысяч не слышат, я вам скажу, слышат. Вот я вам четко скажу, на джазовых композициях, на щетке, на тарелке, это всегда слышно, всегда слышно. Насчет щетка на снейре, на тарелке, там вот эти вот всегда слышно. Больше 20 килогерц дает. Очень неплохо играет. Нет, не хочу это слушать. Я вам могу сказать, что инструментальная музыка здесь тоже будет очень хорошо играть. Инструментальная, а я вот прям могу угадать, что здесь будет хреново играть. Роковые композиции. Сейчас послушаем. Каша, бас не разделяется с ударными, потому что его тупо не хватает глубины баса. Вот.
А ну сейчас. О, не-не-не-не-не, рок здесь слушать нельзя, категорически нельзя. Знаете, в чем проблема? Ух, аж этот. Я вам расскажу. Не хватает глубины баса, бас сливается до определенных низов доходит, да, ему не хватает вот пробить вниз, и ударные его накрывают, и у вас вот нижняя, вот знаете, вот если разделить музыку, ну да, там у нас есть низкие, средние, высокие, то у нас здесь, знаете, средние об нижние бьются, и все, у нас получается одна внизу каша, то есть какие-то там, когда рифы уходят куда-то вниз, там, все там вот эти вот металл-гитары уходят вниз, еще и бас-гитара, ну все превращается в одну какофонию звука. Для рока это точно не тот вариант, о котором мы должны разговаривать. То есть электроника, да, акустика, да, могу сказать, что здесь еще пойдет, например, какой-нибудь поп-жанр, сейчас послушаем. Вау! Вот здесь даже басок, слушай, здесь четко бас нижние в определенных частотах всего лишь, в определенном диапазоне не пробиваются, потому что вот эти вот конкретно сейчас пробиваются, прям хорошо уходят вниз. И прижимать их некуда. Ой, во время амбиента слушать. Для попсы это вообще отлично. Вокальчик. Хорош вокал. Четко отделяется от инструментов. Ты слышишь полностью вокал. По сцене... Сцена плосковата. Ну это ТВС наушники. Я пытаюсь их почему-то сравнить с какими-то проводными там, классными наушниками, у которых там огромное количество драйверов. Да? Нет, это обыкновенные ТВС наушники. Для ТВС наушников они звучат очень неплохо. Мы не можем добиться от них классного база, потому что они полуоткрытые. Мы не можем от них добиться, допустим, какого-то мега классного разделения звука, потому что бывают китайские профессиональные уши, да, внутриканальные мониторы, у которых есть много драйверная система, которая еще и с сабами, да, микросабами идут, которые разделяют отдельно там басы. То есть здесь этого нет, но при этом они на один свой 13-мм драйвер звучат очень-очень неплохо, ну кроме рока. Сейчас попробуем с вами еще, вот мне интересно джаз. Джаз это прям больная тема для меня. О, вот здесь вот джаз звучит. Джаз звучит, потому что вот эти вот щеточки. Кто любит джаз? Напишите, пожалуйста. О, а вот, кстати, здесь на вступление. Вот она, щетка, да, пошла. Ее вообще идеально слышно. Я вам скажу, громкости для джаза, наверное, будет маловато. А ну, сейчас попробуем с вами сыграть в эквалайзер джаз. При том, что я пытался басы через... Особо не сыграла роль вообще не сыграла роль переключения эквалайзера. Но звучит. Да, для джаза приятно. Но при том, что джаз не агрессивная музыка, поэтому по громкости не выкручивает. Вообще отлично. Слушайте, но наушники интересны вот именно вот этим вот еще режимом, да, Game Mode, да, Game режим, который дает микрозадержку 0,8 секунды и подходит для игр обычно. Проблема-то у ТВС какая? У True Wireless Sound, да, то, что вы, допустим, играете и вы слышите звук с отставанием. Здесь этого нет. То есть вам достаточно включить Game режим, но у вас отключится Hi-Res аудио, Hi-Res декодинг, и отключится некоторая постобработка, там, например, тот же самый эквалайзер, у вас будет идти прямой звук. Это для того, чтобы минимизировать задержку, то есть вы должны это понимать, но он здесь есть. Game режим отключится при первом вставлении наушников в кейс. Как только вы вставили в кейс, Game режим выключается. Супер. Давайте сейчас проверим с вами звоночки. Аленка, ты нам нужна. Алло. Аленка, привет, ты меня хорошо слышишь? Хорошо, четко, да? То есть вопрос в другом.
Да, вопрос. Слышишь ли ты сейчас, допустим, ну, для меня шелест бумаги, сейчас я создам тебе такой вопрос. Что ты сейчас еще слышишь? Ничего не слышишь, да? Но, чтобы вы понимали, вот таким вот образом отрабатывает ENC. Бумагу слышно четко. ENC — это Environment Noise Cancelling, который убирает шумы окружающей среды. То есть, если он в этом наушнике в 3 этих динамиках не слышит, а в этом динамике слышит, то он этот звук отсеет и оставит только звук моего голоса, который он слышит в 2. Это классная тема. Я тебя слышу отлично, то есть для меня вообще, ну, отлично. Спасибо тебе, Ленка, за тест. Все, давай, возвращайся к нам. Да, давай. Ребята, я могу уже делать выводы. За $38 это вообще идеальные наушники. На самом-то деле. То есть с очень хорошей батареей. Да, Ugreen, в принципе, это бренд, который не нуждается ни в каком, скажем так, представлении. Да? То есть посмотрите на эти наушники, что они вам напоминают. Он не нуждается ни в каком представлении. Хорошее лаковое покрытие, хорошая батарея, хорошая быстрая зарядка. LDAC, кодек, допустим, того же самого, именно имеется в виду декодинг Hi-Res саунда, ну, я не то что рекомендую, я просто-напросто настаиваю, но только в том случае, если для вас очень сильно не важно роковое исполнение, либо исполнение каких-то мега-супер басовых композиций, потому что все-таки полуоткрытые вот эти вот структуры, которые не внутриканальные, бас хорошо воспроизводить не будут. Здесь есть бас, он однозначно есть, но он не такой там глубокий и классный, как мог бы быть на внутриканальных профессиональных мониторах. Поэтому мы рекомендуем, учитывая его цену, одни из топовых сейчас наушников от Ugreen. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.